Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. В следующем видео мы побреемся. Чем же? Показываю. У нас будет станок «Старт», который совсем недавно вышел в продажу, и каждый из желающих может приобрести его. Сегодня у нас будет конкретная модель. Это сатин, финиш, ну, то есть пескоструйка, грубо говоря, 1.18 ГАП. Каждому, кто приобретает эти станки, они приходят вот такой вот пленки. Это как защита от лишней грязи, защита, ну, наверное, влага, не дай бог, попадет или еще что-то. Ну и плюс ко всему, конечно же, контроль вскрытия. Так вот, станочек. Многие из вас уже успели оценить все это дело по достоинству, приобретя такой станок. Внутри вы обязательно найдете паспорт и в то же самое время гарантийная карта на английском и на русском языке. Те же, кто приобретает единичный станок, вот как в данном случае, неважно с каким ГАПом, 0.69, 0.9, открытая, закрытая, 1.18, станок приходит вот в таком виде. Правые вот эти гнезда, они заблокированы. В левом же гнезде будет ваш станок. Достаем. Прочный пеноматериал, который достаточно хорошо фиксирует ваш станок. По дороге с ним точно ничего не случится. Итак, станок «Старт» сделан из 304 нержавеющей стали, комбинированная конфигурация с ГАПом 1.18, трехсоставной. Что значит трехсоставной? Кто еще не знаком с этим? Ну, он просто разделяется на три части, одна из которых это ручка, вторая часть это нижняя плита и третья часть это крышка. Что значит комбинированный? Здесь чередуются два вида финишного покрытия. Верхняя крышка, она нигде никак не финишируется, кроме полировки, в том числе и на этом станке, на комбо. Вот такая вот крышечка. Естественно, точно так же сделано на станке ЧПУ. Нижняя плита, какая бы она ни была, 0.69, 0.9 открытая, закрытая или 1.18, как в нашем случае, она в этой комбинации будет пескоструйная. Пескоструйка производилась кварцевым ювелирным песком и выглядит вот так. На нижней части станка гравировка Homelike. Ну, это и название компании, и название канала. Сделано в России на английском языке. Старт на русском. ГАП 1.18 и серийный номер. Два пина тока, чтобы убирать лишнюю пену. И сбоку посмотрите. Вот такие вот два штырька. Это вот как бы вот закругление, чтобы вам удобнее было и побольше площадь опираться на щеку на кожу во время бритья. Ну и сверху никаких опознавательных, только два углубления для того, чтобы штифты от верхней крышки могли фиксировать наше лезвие. Ручка здесь по сути тоже комбинированная. Верхняя и нижняя часть у нас пескоструем не затронуты, посмотрите. А середка у нас отпескоструена тем же самым кварцевым ювелирным песком. И получается комбинированное финишное покрытие. Я сегодня хочу поставить лезвие КАИ, потому что это голова 1.18, а лезвие КАИ самое острое в мире, на мой взгляд, на сегодняшний день. Плюс ко всему, я хочу получить общее представление об этом станке, вот зафиксировать его именно на КАИ. Потому что, как мы с вами договорились, раз в месяц я буду доставать 1.18, ставить на него какое-то лезвие. Из новых, помните, вот у нас всяких разных там много-много. И мы с вами будем это все дело проверять. А потом я все буду заносить в таблицу. И так хоть как-то мы с вами сможем посмотреть на те лезвия, которые у нас уже в количестве 80 штук, по-моему, скопились на канале. Резьба. Вот смотрите, дошел до конца вот. Вот она крутится. Все. Я уже слышу, как лезвие прогибается. После этого все. Станок зафиксирован. Вылет лезвия. Все равномерно.
в этой комбинации сегодня и побреемся. Мыло. В качестве мыла у нас будет и не мыло вовсе. Сегодня будет Шавин крем, то есть крем для бритья. Благодаря Дмитрию Долбанову, город Москва, нашему меценату канала, который канал уже, что только не присылал. Ну вот это вот еще со старых запасов осталось. Крем, ребята, непростой, компании Taylor. Плюс ко всему он для Sensitive Skin. По-ихнему, по-нашему для чувствительной кожи. Что-то тут с крышечкой, ребята, случилось. Но вот обратите внимание, крем, если он сегодня будет работать, пережил саму тубу. Крышка свернулась. Представляете? То есть вот это вот тырц. Да, совершенно верно. Ну, значит, вовремя его вытащил, а то так еще месяц, полгода, год прошел, тут вся туба бы развалилась. Поэтому вот сегодня этот товарищ у нас и пойдет на обзор. Посмотрим, крышка уже йог, а вот как будет вести себя крем, мы оценим в видео. По мазкам у нас сегодня будет Яки. Яки коротенький, с металлической ручкой. Не так давно он у нас был на канале, наверное, где-то, может, месяц назад. Но вот почему-то захотелось его с кремом опять взять. Потому что он маленький, удобный, комфортно держать в руке. И в работе он, ну, чертовски приятный. Ну и плюс ко всему не так уж и дорог. Насколько мне память не изменяет, там 30, по-моему, с лишним долларов. Ну, сейчас вот наверняка вы здесь где-то ценник увидите, я уже проверил и поставил. Сегодня им будем бриться. А на автошейв изюминка. Вот. Настолько впечатленный этой жидкостью, которую Стас произвел вместе с Элис. Но, ребята, мало того, что я в себя все это оставил, никому не отдал, я вот хочу еще раз это дело попробовать. Хоть и не нашел я, где это, что, как продается. Там пацаны уже Стасу там плечо подставляли, типа, ну вот, ладно, нету, но это крафтовая жидкость, там вот редко бывает. Ну, судя по всему, да. Редко бывает. И не знаю, будет ли она еще вообще. Но, ребята, классная, хорошая штука. Вот поэтому сегодня хочу ее на обзор еще раз запустить Стасу. Еще раз спасибо. На десерт. На десерт я вам хотел бы показать то, что сегодня каждый из вас может найти в магазине Home Like Shaving. Ну, в опасной бритве РФ, конечно же, тоже. С чего начиналось? Был станок Старт с базовой ручкой Мюхле. Собственно, он таковым остался. Диаметр ручки 12 мм. И еще в первой партии была подставка с внутренним диаметром 13 мм. Я думаю, что многие догадываются, что если ручка 12, а внутренний диаметр отверстия подставки 13, то запас миллиметр более чем достаточно, чтобы станок в этой подставке себя чувствовал комфортно. Согласны, да? Так вот, подставка делалась именно вот под такую комбинацию, именно под старт, под станок старт. Но во второй партии мы пошли как бы навстречу нашим товарищам. Короче, парни решили пойти навстречу, внутренний диаметр 13 увеличили до внутреннего 14. 14. Для чего? Потому что многие из вас имеют свои кастомные ручки или другие какие-то ручки, которые любят. Так вот, если мы увеличиваем диаметр до 14, то вполне себе логично, что ручка до 13 включительно сюда, конечно же, войдет. Но, казалось бы, что тут неясного? А нет, ребята, все-таки неясности случаются. Я вам хочу показать вот это. Мне сегодня это переслали в ВК, и человек выражает негодование тем, что Home Like накосячил, что он плохо сработал, и что те ручки, которые он выпускает с диаметром 14 мм, не входят в его подставку с диаметром 14 мм. То есть ручки 14, внутренний диаметр у подставки 14, и человек расстроен, почему это не работает, почему не входит. Плюс ко всему он еще приводит свои, ну, скажем так, скриншоты с этим, со штангенциркулем. То, что он ручку замерил, она в диаметре 14,04, тут ничего страшного. В принципе, что ручка, что сами подставки, они делаются по 14 квалитету, там допуск идет до 0,1. И не делали мы другого квалитета, на 6 его и на 9 не переводили по одной простой причине, что на миллиметр больше. То есть 12
13 внутренний, 13 наружу, 14 внутренний. Не требовалось такого. Поэтому то, что там человек намерил, там плавает на сколько там, на 4 десятки, я как бы в этом криминала не вижу. Но то, что человек пытается один и тот же диаметр ставить и, скажем так, расстроен нашей плохой работой, что у него 14 миллиметров не получается ставить 14 миллиметров, для меня лично это грустно. Ну, тем более, что у человека штангенциркуля есть как минимум какое-то образование. Так вот, ребята, в этом видео я вам хочу показать, что вот из всех этих ручек, которые здесь есть, это сармат, это булава, это карданчик, это два циркона, черный из алюминия и нержавеющий. Ребята, они все, к сожалению, больше, чем внутренний диаметр подставки в 14 миллиметров. Ни одна из них не войдет в подставку. Булава, потому что смотрите здесь какое навершие. Кардан, у него смотрите какая здесь блямба. Сармат, ну за сармат уже понятно, я вам только что фото показывал, тут тот же как бы 14 миллиметров. Ну и сам циркон, он тоже как бы не маленький, поэтому тут сами понимаете, не войдет. Эти ручки к подставке не имеют никакого отношения, это просто еще одни ручки, которые мы выпускаем. А подставка, повторюсь, она создана для станка старт. И уж как минимум, ребята, будь ласка, если вы собираетесь делать вот такую покупку, вы, конечно же, смотрите обязательно техническое описание, где будет написано диаметр, длина, вес и прочие характеристики. Ну а сопоставить это, я думаю, люди взрослые не обязаны, конечно, но в принципе-то должны. Все, что я могу показать сейчас в видео, это как каждая из этих ручек будет смотреться с головой старт. Вот это я могу. Но в ручку, к сожалению, в подставку вставить не могу, потому что подставка делалась для старта, ребята, для старта. Вот смотрите, вот так вот, например. Это с ручкой сармат. Это, скажем так, единственная партия, которая вышла с такой насечкой. Сейчас в других партиях насечка будет уже другая, будет изменена. Это с булавой. Ну, это с карданом. Тут, мне кажется, срабатывает правило под лицу, все к лицу. То есть на кардане, как бы, мне кажется, все смотрится. Может, я к нему просто неровно так дышу, но особенно мне нравится открытый гребень. То есть открытая 0,9. Блин, ребята, в моем понимании это просто взрыв мозга. Так мне нравится, как они вместе смотрятся. Ну и два сармата. Давайте начнем с алюминиевого черного. Достаточно необычно, особенно с комбинированной головой. Ну и да, конечно же, легче, чем нержавеющая. Ну и с обычной нержавейкой. Вот. Ну все, теперь пошли бриться.